Приветствуем вас на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы», который базируется, наш канал базируется в городе Измаил, Одесская область, юг Украины. И мы отвечаем на многочисленные вопросы, и не только вопросы, но и комментарии наших зрителей, и они касаются обрезки томатов. Мы сейчас находимся в теплице, где мы выращиваем томаты. Это теплица из поликарбоната, на улице идет дождь, вторые сутки уже поливает, но у нас хорошо поливает, тихо, спокойно, и это радует. Но здесь у нас сухо, смотрите, я не поливала, потому что при таких погодах, а потом резко будет жара, и получится, что будут различные заболевания, если бы мы оставили листья. Но мы сейчас подойдем к одному растению, которое я оставила. Я хочу просто ответить на некоторые комментарии. Вот и прохожу, пока хочу показать, что вот как мы обрезаем пасынки и внизу лист. Там, где вот у нас уже загвязалась гроздь, мы обрезали. Этот год очень холодный, и если поливать, и вот это резкие перепады, и полив, и жара, и холод, то очень много сейчас пойдет заболеваний. Уже начали приходить просьбы, вопросы, объяснить, что происходит с томатами, почему они такие бледные, у кого-то они очень жируют, потому что сильно заливают, но, естественно, не обрезают. Вот я подойду к этому томату. Смотрите, я оставила, не резала пасынки. Это для нашего зрителя, который написал: листья обрезать ни в коем случае нельзя. Да вы что, на помидорах? Это же кислород. Не будет листьев, не будет жизни на земле. Представляете, насколько переживания этого человека, если не будет листьев у наших помидоров, уменьшится количество кислорода. Я бы хотела сразу ответить, что посадите пару деревьев, хотя бы одно дерево, поднимите сад, и тогда, конечно, будет больше кислорода. Просто в лесу пойдите, посадите красивое какое-то дерево, любое, или кустарник. Вот это будет ваш вклад в кислород. Ну а мой вклад в кислород, я уже и сад выращиваю, и различные растения в лесу, даже где, если есть возможность, что-то высаживаю для того, чтобы действительно был кислород. Но вот это растение, смотрите, оно просто-напросто, это растение жирует. Вот чего может быть жирование, потому что оставила все листья и оставила все пасынки. Вот они, какие жирные, красивые. Вот смотрите, какой пасынок. Вот чудо прямо. Вот так я. Вот смотрите, убираю пасынок, и теперь вот к этим томатам пойдут все питательные соки. Даже пасынки есть разные, большие, маленькие. Ну, а листья нужно обязательно нижние убирать. Я настаиваю. Кстати, тут у нас даже есть такой пасынок, отросток, которые мы тоже убираем. Смотрите, но зачем нам вот эти питательные вещества было отправлять в эти зеленые части? Для кислорода? Ну, кислород, так кислород. Выращивайте себе листья, а мы выращиваем томаты. Ну вот, здесь тоже убираю. Еще раз напоминаю, один из мудрых, уже его нет на земле, агроном и пчеловод, он мне сказал: пчела живет, запомни, да, кстати, можете в любое справочное по пчеловодству зайти, пособие, и вы будете знать, что пчела трудится ровно месяц, затем она погибает. Понаблюдайте, когда вы вдруг идете по огороду и видите, черная пчелка валяется на земле. Она отработала свое, и она знает об этом, она трудится и ушла. Точно так же лист, нижние листья, они потрудились 30 дней, и все. Далее, если вдруг у нас получается происшествие, резкие, вот нижние листья, я вообще при посадке, если они желтые, вот смотрите, они уже не работают, но зато они очень хорошо собирают на нижней части различные споры грибковых заболеваний. Здесь, кстати, и трудятся и вредители, иногда бывает так, но чаще всего именно грибковые заболевания именно через этот лист идут. Вот, просто обламываю, сегодня водолей, снимаю водолей, и то, что у нас находится ниже вот завязей, вот здесь,
Видите, вот эти листы должны быть убраны. Делайте это. Я уже сколько раз говорю, у нас есть календари зеленых операций. Вниз стихия воздуха, огня. Календари есть, пожалуйста. Идем дальше. Смотрите, какие маленькие помидорочки здесь. А зато какой красивый пасынок. А этот какой жирный пасынок, смотрите. Я специально вот растение оставила одно, чтобы показать, к чему приводит, вот сколько уже наросло, сколько питательных веществ ушло вот на эти зеленые части. Вот, здесь снова формируется вот пасынки, кислород, который называется вот кислородом. Сколько кислорода здесь будет, не знаю. Деревья дают кислорода больше. Ну, естественно, теперь привяжется. И вот, теперь уже это растение будет все питательные вещества направлять именно к плодам. Зачем мы вообще-то выращиваем помидоры? Затем, чтобы получить плоды. Ну, а для того, чтобы получить их раньше, естественно, вкуснее, естественно, мы должны обязательно следить за тем, чтобы они получали те питательные вещества, которые им нужны. И еще по поводу обрезки. Меня некоторые упрекают, что я обрезаю сразу много. Вот первая обрезка у меня была где-то, когда после посадки были сухие дни, желтенькие листики, я их обрезала. Ну, а затем вот практически бывают такие вот, выбираю периоды для того, чтобы их обрезать. Делаю это ножницами, марганцовкой, это обязательно. Вот. Так что обрезка это не зло, просто-напросто по аналогии с человеком. Если вы не будете обрезать ногти или волосы, представьте себе, или вы обрезаете на одном пальце в понедельник, на втором во вторник, и так далее. У вас как раз получается нужно 2 недели, почти 2 недели, чтобы обрезать только на руках ногти. Вот. Если волосы не будете обрезать, ну, есть желающие, которые не обрезают волосы. Но вот если вот эти вещи удлинять и продолжать, то что будет? Это тоже, кстати, сложно для организма, когда обрезаются те же волосы, те же ногти. Но для растений и для человека это необходимо. Это та же самая обрезка. Я просто аналогию привела. Ну и еще по поводу открытого грунта. Да, будет жара июль-август. Очень короткая жара, так, короткое лето, особенно для северных регионов. Но обрезка нижних листьев нужна обязательно. Если вы будете поливать, и снова уже будет все подниматься вверх, надо мульчировать. У нас есть на эту тему тоже видео. Надо следить за тем, чтобы не разводились споры грибковых заболеваний, чтобы был воздух. Обязательно нужно сквозняк помидорам под ногами. Обязательно им создавать вот такие условия. Ну, сегодня у нас в теплице тут все подряд собралось. Ну вот и помидорам хватает места, и всем остальным растениям очень хорошо, что есть теплица. Так что, дорогие, уважаемые наши зрители, кислород мы вырабатываем не только с помощью помидоров, а вообще его можно вырабатывать. Высаживайте сады, высаживайте деревья, плодовые, декоративные. Делайте нашу землю красивее, потому что у нас как-то чаще всего больше срезается, рубится, сжигается, а на помидоры вот такое внимание, что остается, получается, что только помидоры продолжают вырабатывать кислород, и то летний период, для того, чтобы сохранить жизнь человечеству. Итак, кислород или помидоры решайте сами. Открытый грунт укрывайте, сейчас есть светозатеняющие пленки, обрезайте только нижние, все зависит от сорта. Детерминантные низкорослые только нижние листики убираете, чтобы не было соприкосновения с землей. А вот высокорослые, конечно же, в теплице нужно обязательно обрезать листья, и это делают все тепличники, зная, что это как раз и есть урожай. Ну вот я ответила на комментарии, которые у нас под видео обрезка листьев томата. И очень интересный комментарий. Благодарю, пишите.
Они нас веселят, радуют, и мы с удовольствием их читаем. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик подготовили ответы на ваши комментарии, ваши вопросы под нашим видео, которое называется «Обрезка листьев томата». Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.